Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за лайки, комментарии, подписки. Спасибо. Напоминаю, на моем канале в списке воспроизведений находится папка экстренной психологической помощи. Сама себе психолог. Там собраны ролики, которые убирают ментальные блоки, лечат синдром хорошей девочки и возвращают вам вашу корону. Ну а тема сегодняшнего расклада звучит так. Вне зоны покоя. Кто скучает по тебе в данную минуту и не может найти себе места? Вы чувствовали сегодня внезапное тепло в груди или необъяснимую тревогу? Это не ваше состояние. Это чужой ментальный крик. Прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, какой-то человек откладывает телефон, мерит комнату шагами и пытается заглушить мысли о вас. Его ненахождение себе места – это физический резонанс вашей силы. Вы готовы узнать, кто этот пленник вашего образа и почему именно сейчас его плотину прорвало? Сегодня вы узнаете лицо этого пленника, который скучает по вам, его состояние на данный момент. Посмотрим, что там у него, какие навязчивые мысли, тревога, тоска, что его гложет. И, собственно, может быть, посмотрим причину этого всплеска эмоционального, что именно активировало его состояние именно сейчас. И посмотрим, почему конкретно он тоскует, по вашему вниманию, по близости, по контакту, по образу вашему. Все узнаем, девочки. Итак, начинаем. Кто скучает по тебе в данную минуту и не может найти себе места? Первое у нас лицо этого человека. Кто он? Это из прошлого, из текущего окружения. Кто этот человек? Кто этот человек? Уже показано. Очень свободолюбивый. Но ему как будто свинью подложили. И тут его накрыла страсть. Страсть, может, прям зависимость. Подвлюбился человек, я бы даже так сказала, подзавис. И он это воспринимает или воспринимал как угрозу, опять-таки, своей свободе. Знаете, человек может быть и во взаимоотношениях с кем-то, то есть может быть не свободен, но там, допустим, могут быть какие-то довольно-таки размеренные, не знаю, какие-то, как это правильно сказать, спокойные взаимоотношения, да, какие-то. Я не хочу никак уменьшить значимость этих взаимоотношений, да, то есть не хочу там говорить плохо, хорошо. Для каждого человека у него видение свое взаимоотношений. Для кого-то это спокойный какой-то ритм, налаженный уже там быт, уже, как вам сказать, устаканившаяся уже жизнь. Это очень хорошо. Для кого-то это скука смертная. Так вот, для этого мужчины, он вообще свободолюбивый сам по себе. Повторюсь, он может быть во взаимоотношениях, но при этом, может, его какая-то там вторая половинка, так называемая супруга, она, допустим, может не посягать на эту его свободу. Он может сам решать, когда, куда идти, с кем, когда встречаться. Тут даже без каких-то там подтекстов, я имею в виду, без там встреч с женщинами. Он может особо, вот этот мужчина, не подстраиваться под других людей, в том числе и под там женщину, с которой он проживает, если он проживает, да. А если уже он свободен, так уж тем более. Тут какой-то такой товарищ, который сам решает, когда, куда, с кем ему идти. И мне похоже, как кот, который гуляет сам по себе. Но вот тут показано, ему свинью подложили. Тут мысли о какой-то женщине. Тут женщина у него вполне возможно 24/7. Она у него в башке. И это, он говорит, для меня это токсично. Для него это проблема. Ему не хотелось бы, чтобы кто-либо им управлял. В том числе ему хотелось бы эти мысли контролировать этой женщине. Ну вот не зря у нас скучает по тебе в данную минуту и не может найти себе место. Тут какие-то такие его метания, терзания этого мужчины. Так, сейчас буду уточнять.
Такой нюанс, интересный нюанс, этот мужчина может копить на что-то, тут финансы, да, пытаться заработать, долгое время, в общем, складывать эти деньги, то есть, ну, там, допустим, на недвижимость какую-то там, приобретение нового автомобиля, допустим, да, или там, ну, уж не знаю, какие-то глобальные у него планы. То есть он складывает эти деньги, накапливает, а потом в один момент, вот, как будто бы эти деньги может так, как-то потратить, растратить эти финансы, не знаю, вплоть до того, что на что мне прям интересно, он может их потратить, растратить. Ну, дьявол, какие-то, может быть, увеселительные, да, как это сказать, даже прогулки, мероприятия. Причем по дьяволу, это такое, знаете, это то, о чем ты потом будешь жалеть. Может, там, чрезмерное потребление каких-то алкогольных напитков и не слабоалкогольных, да, и это все как вот пошла жара, все. Трачу все, что накопил, да. В моменте, если там какую-то заначку жена успеет сделать, то это хорошо. А так может потратить все, что там долгие годы накапливалось. Ну да, это как бумеранг, ему потом прилетает за это. В моменте, девочки, ну тут какая-то доступность. Я не хочу тут сюда говорить, что тут мужчина может и с легкодоступными женщинами как-то проводить время. Ну, вполне возможно, он тут, как, знаете, может вести правильный, праведный образ жизни, карта мораль. Опять-таки, как, знаете, втянулся в какой-то ритм и вот, да, вижу цель, там, складываю тут финансы именно, может, все в семью, все там на будущее, а потом в один момент его, хоп, как переклинит, и понеслась. Какие-то тут такие могут быть загулы, какие-то такие, ну, не знаю, прям как шабаш какой-то. Причем он эти же деньги зарабатывает, потом он так, хоп, и спускает. Почему-то мне такого мужчину подсветили. Так, это для вас кто он вообще? Это из вашего прошлого мужчина. Мужчина, который постоянно, может, в прошлом даже носил маску. Так, он... Это ваш бывший. Хитрая лисичка. Ну, может быть, ваш какой-то бывший. Ваш несостоявшийся бывший. Ну, как будто бы, знаете, какой-то гештальт между вами точно не закрыт. Тут стабильно несостоявшийся он. То есть какую-то историю с вами до конца не доиграл, не проиграл эту историю человек. Так, даже не знаю. У кого-то хотелось род, семья, у кого-то, может, и есть детки совместные. Может, вы хотели в каком-то моменте там создать с ним эту семью. Ладно, вот такой мужчина мне вот такого какого-то подсветили сейчас. Подпишись на канал и поставь лайк. Давайте смотрим текущее состояние этого мужчины. Внутренний разлад, тревога, навязчивые мысли, тоска. Интересно. Опять вот это сочетание, тут кучу денег, он говорит, я в свое время кучу денег, может быть, вот так вот растрынькал, не знаю, в моменте, на каких-то тут женщин. Ну, не, может, не обязательно конкретно одной женщине он там миллион роз, да, купил. Нет, может, я повторюсь, в моменте вот так вот, тут вообще на него показано. И опять он как будто закрывается от этого, он говорит, не хочу я вот так вот это все повторять. Опять коплю деньги на что-то. Но при этом по карте хамелеон, и тут рядом карта, как, не знаю, в каком-то, в темнице он сидит, в тюряге, мне хотелось сказать, ограничения. Это, знаете, это история о том, что он прекрасно понимает, что там, где он сейчас находится, вот, ощущение у него, куча ограничений. Может, это так семья, может быть, это
взаимодействия с какой-то конкретной женщиной. Он тут как уж на сковородке. Но тут не совсем даже так. Тут как хамелеон, карта хамелеон. Он приспосабливается. Он говорит, может быть, правда, у нас там общие какие-то цели, планы, финансы. Вот опять на что-то мы копим. И мне приходится как будто бы, может быть, в моменте вот даже ориентироваться на, может быть, желание какой-то женщины, с которой он рядом. Или, в принципе, тут будто бы не совсем он своей жизнью живет. Потом вот так, как будто бы вот он подчеркивает. И говорит, я же срывался много-много раз. Где-то он искал, кстати, вот эта карта, это Близнецовые пламена, это моя вторая половинка. Он говорит, может быть, даже он знает, кому тяга, кто для него так отыгрывался этой второй половинкой. Но тут ощущение черная кошка и женщины. Он как будто бы искал, может быть, черты этой женщины во многих женщинах. И опять срывался и тратил. Вот где-то, с одной стороны, можно прочесть, тратил свои финансы, с другой стороны, можно прочесть, что шансы какие-то тратил. Вместо того, чтобы с какой-то конкретной женщиной, с которой он мог бы построить счастливые взаимоотношения, и быть с ней, и которую он воспринимает как вторая половинка. Вместо этого он тут по черной кошечке, это какие-то темные истории, о которых мало кто знает, и он не хотел бы об этом распространяться, с какими-то женщинами. Это знаете, как вместо того, чтобы с одной женщиной любовную историю проиграть от начала до конца, он тут множество раз пытался как суррогат, вот заменить эту любовь, и в моменте, то есть эти шансы, эти какие-то тратил, тут и финансы тратил, как-то так вот мне показано. Его нынешнее состояние, он это все как будто бы осознает, он закрывается от этого, он не хочет больше вот таких каких-то, может, случайных встреч, где-то этого, не знаю, даже, может, секса на одну ночь, так называемого самоутверждения. Он говорит, я понимаю за этим, что за этим стоит. Я понимаю, с одной стороны, не наполняется, не восполняется вот эта дыра, которая в эмоционально-чувственной вот этой сфере у него, она есть, существует. Это все не восполняется. А с другой стороны, он говорит, я снова денег кучу протрынкал. Говорит, теперь я опять понимаю, что нужно зарабатывать эти деньги, накапливать их. Может быть, там новые какие-то планы, но при этом, он говорит, меня эти планы, они не радуют. Да, и деньги я зарабатываю, ну, а для чего, непонятно. Для того, чтобы в очередной раз осознать в один момент, что я как в тюряге какой-то нахожусь, вот как за решеткой, с этими какими-то ограничениями. Такое ощущение, как будто мужчина понимает, я не своей жизнью живу, а там, где он пытался как вырваться из-под... Ну, я даже не буду говорить из-под каблука тут женщины какой-то. Нет, он вообще сам по себе свободолюбивый. Вот вырваться из этого какого-то круга, да, по кругу, как вот как ослик. Вот он, ослик, у которого морковка перед носиком подвешена, да, по кругу он ходит. А тут, уж не знаю, какая тут морковка у него впереди подвешена. Ну, тоже он как из какого-то замкнутого круга. Он пытался выскочить. Но эти способы, они ни к чему хорошему не приводили. Он все это понимает. Вот такое у него сейчас текущее состояние. То есть тут 100% есть внутренний разлад и тревога, и навязчивые мысли. Ну, тоска, не знаю, не буду говорить. Насчет тоски не вижу. Ну, пару карт могу еще вытащить. Текущее состояние. Эмоции сейчас. Текущее состояние его. Ух ты. Ну, давайте так, смотрите, как мне подсветили. Он говорит, я встретил в своей жизни, у меня был шанс, я встретил то самое, может быть, ту самую девочку, которую мне вот эта девочка прижимает, эту ящерицу красивую к себе. Я встретил то самое, которое меня грело, ту самую, двойка кубков, любовь была. Но потом что-то пошло не так. То ли он проявился как-то, ну, тут он наказал эту девочку, получается. Это он тут как-то так себя проявил, может быть,
ну, уж не знаю, кто тут кого наказал, но это карта наказаний. Как будто бы вот эта двойка кубков, эта любовь, она нормально не была, эти шансы взяты, это шанс же тоже, это туз жезлов, шанс. Шанс воплотить эту любовную историю. Вместо этого, вместо того, чтобы выстраивать эту любовную историю, тут карта наказаний каких-то, как будто бы кто-то кого-то наказывал. Может, пытался кто-то кого-то прогнуть, да, по своим правилам. Как-то научить жить или, ну, токсичненько как-то проявлялось. После этого показано у него тут головная боль. Он множество раз тут что-то обдумывал. 1000 раз тут писал какие-то письма в голове, бросал их. Это мысли, вот такой, как водоворот, вихрь этих мыслей у него в голове. Ну, мы смотрим текущее состояние. При этом есть ощущение такое, говорит, как будто бы я мог... Тут карта друзей. Знаете, если вы с этим мужчиной были, налаживали как-то отношения, пытались выстроить, то он говорит, я мог... Тут даже дружбу какую-то, как, ну, тут карта человека, который не ценит или может предать дружбу, тут дружба, хорошее отношение, обесценить. Вот он говорит, я мог это все обесценить. И последняя карта, карта Иерофант, но Иерофант тут такой, видите, тут вместо священника какая-то обезьяна. И тут эти девочки приходят и молятся, ну, этому священнику, да, но при этом они не видят того, что это лжесвященник. О чем это? Он говорит, я мог предать какую-то любовь, мог обесценить вот эту любовь, которая мне была дана. Ради чего? У кого-то ради стабильности, но при этом он говорит, Иерофант же это еще брак законный, у кого-то, может быть, ради брака, союза, в котором он находится. Но говорит, а теперь-то я понимаю, что смысл этого. Тут, с одной стороны, он как в тюряге находится, какой-то в ограничениях. С другой стороны, я же вместо ощущения того, что я сделал все правильно, ощущение того, что да нет, в таком браке, союзе оставаться, это опять-таки, это как двойные стандарты, это где-то самого себя предавать. Вот тут такое вот что-то. У него какие-то такие умозаключения. Я вам хочу сказать, если бы сейчас он себя чувствовал как-то комфортно в тех отношениях, в которых он находится, то, может быть, этих умозаключений бы и не было, да? Так, хочу пару карт посмотреть. Причина этого всплеска эмоций, что именно активировало его состояние именно сейчас. Почему он скучает по тебе в данную минуту и не может найти себе место? Причина этого всплеска. Ух ты, аж этот треугольник. Очень интересно. Тут несколько факторов сразу. С одной стороны, тут прям можно это протрактовать, я вам хочу сказать, или у его, допустим, второй половинки, тут общий дом какой-то, может быть, появился какой-то ухажер, давайте так начнем. И это его явно расстроило, да, или же он мог узнать о том, что у вас есть какой-то мужчина, да, который вас интересует и с которым вы можете тут, в принципе, или уже выстроить отношения, или выстраивать. Тут также показано, что, может быть, он тут надеялся на лучшие какие-то форматы, или в отношениях с какой-то женщиной, с которой он сейчас находится, да, вот общий дом, может быть, или с вами, он все-таки надеялся на что-то. Опять-таки, тут еще показано... в доме, в котором он находится, проживает, тут он больше проявлялся как потребитель, как вампирчик. Но сейчас он тут в контракт с какой-то женщиной. Разбито сердце. Уж не знаю, кто кому тут из них разбил сердце. Но такое ощущение, как будто бы эта женщина, она, если раньше она там, может быть, даже давала ему эту подпитку по вампирчику где-то, ну, может, там сглаживала, то есть какую-то обстановку, то сейчас вот так это токсично. Он себя чувствует токсично в этом доме. Так, сердце разбито, мне прям интересно. Это у него разбито сердце?
работа, это у нее разбито сердце. Это о чем? Тут даже ссора какая-то, разбитое сердце. Он больше уходит сейчас с головой в работу, пытается, знаете, как реализоваться в работе, забыться в работе. Для нее вот какая-то ситуация этой женщины, карта подарок. Она опять-таки надеялась на что-то одно, а получился неприятный такой подарочек. Ну, вполне возможно, у этой женщины даже больше сердце разбито. А вообще ситуация по поводу манипуляций, марионеток. Если этот мужчина в прошлом пытался, и повторюсь, этой женщиной, с которой он тут под одной крышей находится, манипулировать, и может быть получалось, то сейчас вот оппозиция. То ли ее все достало, то ли она показала, что она не намерена это больше терпеть. Ну, как-то так. А может быть даже тут, если, ну, он как-то там к ней проявлялся до этого, ну, не очень. Может, особо не замечал, обесценивал. Вполне возможно, у нее тут кто-то новый завелся, да. Она нашла себе какого-то мужчину. Поэтому отсюда и оппозиция, выяснение отношений, отсюда и желание где-то отстоять себя. Тут такой нежданчик у этого мужчины. Давайте посмотрим объект скучания, да? Он скучает по тебе в данную минуту, не может найти себе место. Почему конкретно он тоскует? По вашему вниманию, по близости, по контакту, образу вашему. Ну вот, сразу вышло, почему он скучает. Он скучает, карта муза, по яркой, харизматичной женщине, которая наполняла где-то его жизнь. Ну, там не зря же у нас он вампирчиком вышел. Вот это энергетика, это женщина, которая вообще, эта энергетика и сумасшедшая, она к себе притягивает. Вокруг нее, да, достаточно много вампирчиков, которые не против подпитаться. Так, почему скучает, почему скучает? Почему скучает, почему скучает? Конкретно. Ну вот опять одни и те же карты, девочки, выходят. Мне почему-то вот показано. Больше он скучает, опять-таки, по вашему, вот этому, может быть, позитивному настроению. Это женщина, которая встречает всегда улыбкой, всегда расположена к мужчине. Особо даже вот этот нюанс этой карты, вот я всегда подчеркиваю, все замечательно, все классно. Там женщина роскошная и внешне, харизматичная, очень талантливая. Самое главное, вот это вот позитив, движ вот этот какой-то. Но эта женщина, она улыбается, и мужчина, который рядом с ней находится, он привыкает, что она всегда в хорошем настроении, что ради того, чтобы у нее было это хорошее настроение, ему ничего априори не нужно делать. И это со временем воспринимается как должное. Поэтому таких роскошных женщин, роскошных, классных, их, как правило, можно даже периодически смотрит мужчина, который не понимает, да, ценности того, что насколько ему повезло рядом с такой женщиной находиться. Они обесценивают это. Так вот, вот тут прям история, вот почему скучает. Он скучает по этому вашей энергетике, по этому вашему, может быть, не знаю, позитивному настроению такому. Тут он говорит, как свинью мне подложили. Где-то он, может быть, и считал, что это как хитрость его, манипуляция с его стороны, что ему, эта карта одиночества, будет комфортно. В том плане, ну, там, есть его, нет вас, вот как-то так, ну, переживет, да. А тут показано это одиночество, неожиданно для него оно оказалось токсичным. То есть он может действительно быть в каких-то отношениях, но внутри пустота. Он говорит, вот эта карта, это карта усталого человека. Ну, привлекательный, но настолько уже усталый, если уставший, да, вид у него. Если вы давно его не видели, можете даже вот так сравнить и думать, боже мой, он как прям постарел, осунулся. Элементарно, как у человека не хватает наполнения этого внутреннего, подпитки. Об этом всем говорит эта карта вампир. И вот опять-таки карта дом, почему-то он говорит, тут в этом доме меня не подпитывают, тут претензии. Карта холодного сердца, может быть, заморозили ему тут. Не знаю уже, ничего ему тут, энергию ему никакой не дают. Как будто он в каком-то, не то что там в вакууме оказался. Вот тут такая какая-то картинка, как будто бы на стороне он где-то там пытался там вот, эмоционально-чувственно эти наслаждения получать. И такой, как бы, знаете, у меня в голове
только деньги потратил, а смысл там в моменте было неплохо, но это вообще не решает мои проблемы. Ну хорошо, а там, где я, вот как будто бы он говорит, там, где я в общий дом с кем-то, тут тоже заморозили сердце, тут как будто бы тоже хреново. Я устал, я очень устал. Ну, такое. И состояние навязчивого мысленного этого возвращения к человеку часто связано с незавершенными эмоциональными процессами. Когда-то эта связь была значимой, но не получила ясного завершения, то психика может продолжать достраивать ее в фоне, вызывая вот эти всплески воспоминаний, эмоциональной активности. И такие состояния, они усиливаются в моменты стресса. Ну, тут 100%. Стресс у него тут уже хронический. В момент одиночества. Тут он себя чувствует, вот эти вот карта одинокого человека. Или внутренней нестабильности, когда мозг ищет привычный эмоциональный якорь. Вот у него тут подсознание, и, может быть, вы всплываете, вы женщина, которая, может быть, там всегда была рада его видеть, улыбалась, старалась поддержать. Ну, может быть, особо даже никаких запросов, просьб даже вы не озвучивали. Но в любом случае вас он видит вот такой яркой, харизматичной. Тут еще такой момент, он может думать, что вы для кого-то сейчас вот так вот светите, да, блистаете, тут наполняете кого-то этим светом, а ему как бы, ему сердце заморожено. Тут тоже такой нюанс может быть. Когда, может, вы были рядом, вполне возможно, он и не ценил, считал как должное, да, что так должно быть. Мне рады, меня любят, меня обожают. Почему нет? Я такой красавчик, я этого заслуживаю. Ну, а сейчас, скорее всего, приходит, знаете, как переоценка того, что да не так уж много, наверное, таких женщин, которые готовы были меня так любить. Ага. Все, мой хороший. Такой сегодня расклад. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.